Приветствую всех, с вами я, Игерим Жумадилова. Сегодня мы будем говорить о массаже лица. Но у меня клиент, то есть модель, она исходное положение поменяла. Мы здесь открыли зону лопатки, задняя поверхность шеи видно очень хорошо. Почему так? Потому что когда мы с лицом работаем, нужно учитывать разные возрастные изменения. В первую очередь укорачивается шейный отдел, а это связано с осанкой. И когда к нам приходят клиенты на коррекцию овала лица, я очень люблю свою запатентованную методику. Это глубокотканный лифтинг-массаж лица, шеи и головы. Видите, такое не короткое название. Поэтому мы работаем обязательно, прорабатывая зону лопатки. Здесь у нас есть мышцы, которые шнуруются сзади. То есть лопаточная зона, шилоподъязычная мышца, подъязычная мышца, мышцы, которые находятся на боковых поверхностях шеи, они все одним концом, не все, некоторые из них крепятся к лопатке. То есть лопатка, зона ключицы и плечевой сустав. Это на самом деле нужно рассматривать целостно. Поэтому зоны лица, когда работаем, обязательно нужно подключать лопаточную зону. Я здесь люблю применять сначала лимфодренаж, потом очень люблю работать с фасциальной техникой. Очень хорошо уходит холка. Если даже не полностью уходит, здесь уж нужно учитывать, клиент работает ли самостоятельно, физическая активность есть ли, правильно ли питается, да? Все эти моменты мы учитываем. Мы, мастера, уже до начала процедуры, анамнез, вопросы задаем, все для себя визуально, пальпаторно определяем. Я здесь вам покажу небольшую технику. Это у меня называется проработка задней фасциальной ленты, а именно зона лопаточная. Видите? Я немного разогрею вот так вот. Если холка, то она может на самом деле уменьшить можно зону холки, но у меня у клиента нет холки. И я перехожу на технику уплотнения с натяжением. Для того, чтобы проработать глубокие мышцы, здесь трапециевидная, ромбовидная мышца есть, вы начинаете массаж, в классическом массаже таки начинается с поверхностных мышц, с поглаживания, и дальше больше вы углубляемся. Проработала, видите, гиперемия? Так и должно быть. Точно так же и на лице, когда мы работаем разными массажными техниками, да, лицо краснеет, нужно еще учитывать тип кожи. И сливаю от холки, начиная прям в лимфатические каналы, сливаю. То же самое прорабатываю здесь. И потихоньку перехожу от трапеции к задней поверхности шеи. Такие техники очень хорошо убирают второй подбородок еще, но нужно начинать с задней поверхности шеи. На самом деле с этой зоной мы работаем долго. Это я на ролике немного так коротко показываю. Друзья, если вы хотите более подробно узнать, как работает с этой методикой, у меня есть курс глубокотканного лифтинг-массажа, где я показываю несколько техник в одной методике. И с диафрагмой работаем, и с мягкими тканями работаем, фасциальные приемы делаем. И завершаем массаж букальным массажем. Это проработка в ротовой полости. То есть такая анти-эйдж программа. Я оставлю ссылку в описании. Более подробно можете переходить, задавать вопросы. Я вам вышлю программу.
После этого приема можно смело переходить на сухожильный шлем головы. Здесь у нас крепятся мышцы, которые позволяют поворачивать головой. Налево, направо запрокидывайте или вниз спускать. Друзья, я сегодня показала очень краткий ролик. В следующих сериях постараемся еще глубже рассказать про возрастные изменения. В комментариях задавайте интересующие вопросы, ответим на них. Не прощаюсь с вами. С вами была Айгерим Жумадилова. До скорых встреч! Добро пожаловать, друзья, на канале про Beauty KZ. С вами я, Айгерим Жумадилова. Как подтянуть овал лица? У меня сегодня модель, которая пришла именно с таким запросом. Хочет скульптурный лифтинг. Но здесь мы учитываем овал лица, смотрим пальпаторно, визуально нужно диагностировать ткань, во-первых. Так, приступаем. Я хочу начать с чего? Если вы хотите скульптурный лифтинг лица, подтянуть овал, брыли, второй подбородок, да, нужно обязательно обращать внимание на зону шеи. Если шея укорочена, и она вперед ушла, да, так как мы часто сидим за компьютером, неподвижно по 6-8 часов в закрытых помещениях, у нас кислородное голодание еще. Это стопроцентно у всех, кто работает в офисе. У нас годами потихоньку вот эти мягкие ткани, то есть мышцы глубокие, которые держат нам голову и позволяют поворачивать в стороны, они потихоньку начинают тоже уставать, спазмироваться и укорачиваться. Естественно, положение шеи и головы меняется. Поэтому, если мы будем работать на скульптурный лифтинг, на коррекцию овала лица, здесь учитывать нужно несколько методик. Профессионалы, мастера-массажисты знают об этом и должны знать, но клиенту нужно объяснить. Смотрим, шея в каком состоянии, осанка, крестец и таз. Это я более подробно рассказываю на своем курсе онлайн, блефаропластический, глубокотканный или моделирующий. Но здесь я хочу немножко начать, так как сегодня будет ролик, где я показываю, я начинаю с зоны шеи. Для этого немного подключаю боковую поверхность шеи и ухожу на трапециевидную зону. У меня клиент лежит. Здесь на самом деле исходное положение можно поменять, перевернуть клиента и поработать полностью с лопаточной зоной. Но я здесь буду вам показывать, как начинается массаж. Начинается массаж с хорошего лимфодренажа. Это у нас зона сосцевидного отростка, где крепится, зона ушной раковины. Кстати, от этих мышц, от мышц, которые в зоне вокруг уха расположены, да, мышцы, они мелкие, их практически не видно, но вы, когда прорабатываете, обязательно разминаете эту зону. Они отвечают за лифтинг лица, кстати. Подключаю переднюю поверхность. Даже можно уходить на жевательную мышцу. И опять соединяем с боковой поверхностью шеи. Поворачиваем лицо и работаем уже локально. Смотрите, захват ткани у меня глубокий. Я знаю, здесь учитываем, да, и кожу, потому что кожа у нас бывает очень тонкая. У кого-то подкожная жировая клетчатка толстая, да, разные типы старения бывает. Но тем не менее, вы работаете глубоко. В фасциальных техниках мы поверхностно не поглаживаем. Так, грудную фасцию беру обязательно. И сливаю. Видите, мы только на определенных анатомических зонах не работаем. Мы всегда, когда работаем с лицом, ну я так люблю, работаю с прилегающими зонами обязательно. Так, такие техники. Начинается от овала лица и завершается на височной зоне.
Угу. И немного подтяну переднюю поверхность шеи, платизму. Статики, медленно растягивая. Угу. Клиенты приходят с разными возрастными изменениями. Здесь кроме мышц и фасциальных лент, и кроме шеи, еще можно было бы проговорить про диафрагму. Диафрагма тоже немаловажную роль играет. Для профессионалов я это показываю в глубокотканном лифтинг-массаже. Это курс онлайн. Так, дальше с лицом поработаем. Так, посмотрите, чуть-чуть вверх. Щечная зона. Эта зона у нас требует тонизации. Поэтому техники здесь немного глубокие, но быстрые в темпе. Я здесь работаю на масле. Смотрите. После проработки шеи такие на стаккато похож, но волны. Быстро, быстро, быстро разогреваем лицо. Работаем несколько раз от овала лица, начиная от угла губ, перехожу на край нижней челюсти. Видите? И подтягиваю. Глубокий лифтинг, поглаживающий движение. Все техники я применяю с левой стороны. Так, левую сторону проработала. После этого я заканчиваю массаж, начиная опять с зоны подбородка. Угу. Все забираю в лимфатические каналы, которые у нас находятся по периферии. Угу. И все сливаю на подключичную зону. Бывают разные типы старения. Деформационный отечный тип старения, например, ярко выраженный нижний треть лица. То есть это второй подбородок. Здесь овале лица даже и речи нет, укороченная шея. Здесь я люблю работать уже комплексно. Процедура начинается не с лица, а с глубоких мышц, грудно-брюшная диафрагма, зона таза, креста. Потом только уже в конце на скульптурный лифтинг перехожу. Друзья, я сегодня показала вам очень короткий ролик. На самом деле на моих курсах для профессионалов я подробно показываю, объясняю теорию, анатомию мышц, анатомию лица и тела, и полностью информацию даю. В описании оставляю ссылку, переходите, задавайте лично мне ваши вопросы. До скорых встреч! Про Beauty KZ. Да? Угу. Всем привет! С вами я, Игерим Жумадилова. Очень рада вас видеть на канале про Beauty KZ. И сегодня по многочисленным просьбам покажу, как работать с нижней третью лица. Будем корректировать второй подбородок. У меня модель, у нее мелкоморщинистый тип старения и смешано больше с усталым типом старения. И нижняя треть лица, зона подоязычной костей, подоязычная зона, да, зона подбородка, мышцы здесь ослаблены. Поэтому здесь буду подключать фасциальные приемы. Обязательно дренаж должен быть. Давайте я начну. Я использую масло виноградной косточки. Конечно, здесь нужно учитывать форму лица. Бывает и мягкотканная деформация. Есть, конечно же, мы не можем это отрицать, костная деформация. Это все зависит от микроэлементов, с возрастом у нас, конечно, все потихоньку начинает меняться. И еще немаловажно учитывать генетику. Итак, когда вы начинаете работать со вторым подбородком, пожалуйста, учитывайте зону ключицы. Здесь мы должны запустить лимфосистему. Подключичная зона, здесь собираются лимфатические каналы, и когда вы их прорабатываете помпажными движениями, у вас улучшается кровообращение мозга и головы.
Как видите, мы не сразу переходим на проблемную зону. Мы, как всегда, я люблю работать немножко издалека. Расслабляем немного шею. Есть такие приемы. Конечно, здесь и поглаживание есть, и потихонечку как бы удлиняем заднюю поверхность шеи. Хочется еще рассказать, что бывает узкая нижняя челюсть, и когда с годами ослабевает нижняя треть, это зона мышц подбородочная, да, у нас начинает свисать вот овал лица. Но это, конечно, создает второй подбородок. Поэтому после того, как вы перешли от дренажа, сразу же приступаем к этой зоне. Это у нас локальная проработка, где мы потихоньку улучшаем лимфоток под челюстью. У нас тоже проходят лимфатические узлы. Помпажем несколько раз. Вы сильно не давите. Вот такими перекатывающими движениями потихоньку уводите на край нижней челюсти. Вот там, где у нас угол молодости. Из-за того, что челюсть бывает узкая, квадратная, у кого-то короткая, нижняя ткань, то есть ткань в нижней поверхности, начинает собираться. И это визуально нам создает второй подбородок. Но когда вы работаете массажными движениями, что вы можете корректировать? Здесь подключается внутренний ресурс организма еще. Вы добавляете разные массажные техники, убираете излишнюю жидкость. Нужно работать с подкожно-жировой клетчаткой. После дренажа я как раз таки ухожу на подкожно-жировую клетчатку. И вы ее, как бы разбивая, уводите по лимфатическим каналам. Это один из видов коррекции нижней трети лица. Смотрите, я вот такие вот валики собираю и увожу в свою сторону. Я чуть-чуть ниже спускаюсь и по линиям до грудной фасции можно проработать. У меня для профессионалов есть курс, кстати, там я еще более подробно подключаю еще несколько видов техник в блефаропластическом массаже. Объясняю, как работать нужно еще фасциальными цепями, которые у нас находятся и сзади. То есть там коррекция овала лица чуть ли не со стопами связана. То есть разные курсы для профессионалов, разные методики. Это здесь нужно уже учитывать тип старения и работаем с разными лицами. Вот, дальше продолжаю. Если интересно, я ссылку под видео оставлю. Можете переходить и задавать вопросы, какие курсы вам интересны. Так, после того, как вы валики проработали, хочется здесь отметить одну важную деталь. Вы можете работать сидя в изголовье, либо эргономику мастера можно здесь поменять. Можно со стороны подойти. Вот тогда у вас захват ткани будет уже четкий. Вы можете несколько таких линий проработать до грудной фасциальной линии. Это я вам, чтобы хорошо было видно, сидя показываю. Дальше. Я тут должна проговорить не только про зону подбородка, да. Здесь у нас есть, моя модель уже спит, у нас есть грудино-ключично-сосцевидный отросток шеи. Вот она, большая мышца. Я с одной стороны показываю. А на этих мышцах у нас передняя фасциальная лента начинается. Вот сосцевидный отросток, по ней идет линия на грудной мускулатуре, то есть грудную мускулатуру покрывает, и ниже аж до лобковой кости доходит. Поэтому, когда мы корректируем овал лица, когда мы корректируем нижнюю часть, подбородок, тяжи, да, вот этот момент по анатомии нужно учесть. Это я тоже на курсе для профессионалов объясняю. Но здесь давайте я вам покажу дальше работу. На кивательной мышце мы делаем вот такие разминающие движения. Я не надавливаю на поперечный отросток. Потихоньку, здесь у нас проходит очень множество сосудов. И перехожу сразу на ключицу. Сливаю. Видите, у меня и разминание с лимфодренажом
вместе, и проработка подкожной жировой клетчатки тоже с лимфодренажом вместе делает, то есть прорабатывается. Дальше, по классике жанра, я уже непосредственно с нижней трети лица, с зоной подбородка работаю. Это у нас зона подъязычной кости. Я растираю, как бы разогревая. Потом уже работаю фалангами от центра к периферии. Я очень люблю эту технику. Она и мягкая с одной стороны, но с другой стороны очень эффективная. Угу. С таким типом старения, как у моей модели, я так работаю сегодня. Угу. Очень многие косметологи любят работать на креме либо на масле. Но, если честно, в миофасциальном массаже, тем более на возрастных лицах, нужно работать без масла. Вообще масло можно убрать. Угу. Дальше. Уже определенная анатомическая зона – это овал лица. Если у вас здесь брыли появились, то вы вместе с декольте прорабатываете. Подкожная мышца шеи от грудной фасции крепится вот на краях нижней челюсти. Вы к лицу уже заходите. Здесь давайте проработаем вот такой технике. Цвета. Я потихоньку захват ткани делаю. Видите, синхронно у меня две руки работают. И вот такие ломаные валики, можно сказать. Несколько раз делаем. И то же самое повторяем с левой стороны. Сливаем. Угу. Можно из японской лифтинг-дренажной техники подключить пару глубоких поглаживаний. Это я хочу на масле сделать. Очень люблю миксовать несколько техник одновременно. Здесь в темпе работаем. Угу. Разогреваем. Где-то 1,5 минуты можно без остановки проработать. И в конце слить. Угу. В неделю, если салонная процедура, в неделю 2-3 раза с промежутком день либо 2 делаем такие техники массажа. А если дома делать самомассаж, то то же самое, 2 раза в неделю это минимум. Продолжительность работы около получаса, 20-30 минут. Друзья, я сегодня вам показала короткие роли, где я прорабатываю нижнюю треть лица со вторым подбородком и с брылями вместе. Но у меня есть более подробный курс, именно блефаропластический курс, где мы начинаем массаж лица чуть ли не со стоп. Со стоп до макушки, учитывая переднюю фасциальную, заднюю спиральную фасциальную ленту. Туда включаем мы несколько методик. В описании я оставлю ссылку, переходите и напрямую задавайте мне ваши вопросы. Не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Всем привет! С вами я, Игорим. Сегодня я хочу вам показать, как я работаю зоной вокруг глаз. Все мы хотим распахнутый, открытый взгляд. Но нам мешают разные возрастные изменения, возможно, и усталость, когда верхнее веко начинает опускаться, и взгляд такой несвежий, вот как будто не отдохнувший человек. Здесь у меня модель, как раз таки возрастная кожа у нее. И я хочу более подробно показать зону вокруг глаз. Видите, мелкие морщины есть. Бывает у некоторых типов старения еще выделяются суфы, малярные мешки. Как мы с этим работаем? Во-первых, хочу сказать, зона вокруг глаз очень-очень тонкая. Из зоны вокруг глаз мы тщательно ухаживаем, точно так же, как и с шеей, с платизмой. Работаем.
Здесь подкожно-жировая клетчатка очень тонкая, поэтому давайте работать на масле. Любое масло, на самом деле, любое базовое масло, либо на креме массажном. У меня масло виноградной косточки. С чего я начинаю? Ну, как всегда, начну с дренажа. Зона вокруг глаз – это мышца, которая вот так вот, как она лежит циркулярно, и эта мышца крепится на внутренних уголках глаз. Это у нас глазничная часть, слизная часть ниже вот тут. И чуть ниже бровей здесь есть точка, которая называется слизная часть. То есть круговая мышца глаз крепится на двух точках. Вот здесь. Туда, куда вы наносите на самом деле хайлайтер. Девочки, которые красятся, знают на внутренний уголок глаз. Вот тут можно растереть. Вы растираете прям подушечками пальцев. Вначале она такая жесткая может быть, потом в течение минуты, когда вы растираете на масле, у вас пальчики начинают углубляться. Это значит, что вы расслабили зону укрепления. Лимфодренаж. И я начинаю работать уже с зоной виска. Потихоньку начинаю подключать растирающие движения. На самом деле, друзья, я показываю здесь небольшие приемы, которые можно применять ежедневно, даже дома себе, как самомассаж. Но у меня есть более подробный такой обширный курс для профессионалов, называется блефаропластический массаж. Очень интересно, блефаропластический массаж начинается со стоп у нас. Видите, здесь учитывается фасциальные линии, передняя, задняя, спиральная фасциальная лента, с мышцами, с поясницей работаем, с лобно-затылочной мышцей, потом только переходим на зону вокруг глаз. Если вам интересно, в описании оставлю ссылку. После растирания глаз я полностью обволакиваю круговую мышцу глаз и вот так вот переворачиваю и начинаю работать верхнее веко. Смотрите, там, где орбитальная кость, я прям ребром моих пальцев потихоньку захожу и начинаю каждую зону, как бы обнимая рукой, немного проталкиваю вниз и фиксирую. Раз, два, три, четыре, сливаю. От точки крепления начинаю. Это внутренний уголок глаз, слизная часть. В классическом массаже то же самое. Массаж глаз начинается с верхнего века. И потихоньку перехожу на нижнюю часть. Вот так вот придерживаю по орбитальной кости. Вот. И слив. Прорабатываю вот эту технику. Смотрите, здесь я даже знаю, что у нас есть мягкотканная деформация, еще костная деформация. В черепе есть швы, там, где соединяется. Вот именно на зоне переносицы я потихоньку руками как бы приоткрываю взгляд. И потихоньку перехожу на височную зону. Расслабляем височную зону. Если вы хотите распахнутый такой открытый взгляд, обязательно не забывайте группу из жевательных мышц. Это височная зона. Вот. Несмотря на то, что я на масле работаю, но у меня уже заранее предупреждаю клиента, что я захожу в сухожильный шлем головы. И потихоньку сливаю. Сливаю всегда куда? Ключичным лимфатическим узлам. Вот так вот. Все приемы я повторяю с левой стороны синхронно. И в конце можете подключить немного дождевой пальчик. То есть прием стаккато. Где-то полминуты поработали. Собрали личико, открыли взгляд, слили. И перешли на зону шеи.
Друзья, я сегодня показала краткий ролик и буквально несколько техник. На самом деле я люблю работать основательно, уже учитывая разные типы старения, подключаю даже тело, диафрагму, фасциальные ленты, с глубокими и поверхностными мышцами работаем. Более подробно я уже на своем блефаропластическом курсе объясняю, демонстрирую, даже эргономику мастера показываю. Всю информацию оставлю в описании. По ссылке можете пройти и задавать мне лично ваши вопросы. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!